Здравствуйте! В этом видео рассмотрим настройку, оптимизацию и ускорение Windows 10. Будем делать это с помощью специального скрипта. Несмотря на то, что видео получилось довольно длинным, сам процесс оптимизации занимает всего несколько минут. Прежде чем начать, хочу особо поблагодарить спонсоров моего канала Владимира из Алетуса, а также других спонсоров. Поддержка спонсоров позволяет меньше отвлекаться и полностью сосредоточиться на создании новых полезных уроков. Спасибо вам. А теперь приступаем. В этом видео будем ускорять и оптимизировать Windows 10. У меня есть несколько видео на эту тему. Там мы все делали в основном вручную. В этом видео применим скрипт, который делает настройки в полуавтоматическом режиме, то есть намного быстрее. Зачем нужен этот скрипт? В Windows 10 большое количество встроенных приложений и настроек. Кроме того, в десятке постоянно работает разнообразный мониторинг и телеметрия. Они отслеживают поведение пользователя, в частности для того, чтобы показывать ему в дальнейшем интересующую его рекламу. По результатам диагностики система отправляет на свои сервера большое количество отчетов. На основании собранных данных система генерирует уведомления и показывает их пользователю. Все это работает постоянно. Я еще не упомянул здесь обновления и защиту от вирусов. Каждое действие системы, перечисленное выше, потребляет ресурсы компьютера и интернет-трафик. Если взять одно действие, то оно покажется незначительным, но если просуммировать их все, то получается немало. В результате самому пользователю остается только часть ресурсов его же компьютера. Часто это меньшая часть. Скрипт позволяет отключить большую часть из того, что я перечислил, а также удалить неиспользуемые встроенные приложения. В результате система станет менее прожорливой, а на нужды пользователя останется больше мощности. Кроме того, скрипт делает некоторые настройки в системе, популярные сегодня у пользователей. К примеру, с настройками по умолчанию скрипт, внимание, удаляет OneDrive, включает темную тему системы и приложений, отключает Cortana, делает видимыми расширения и скрытые папки, переключает вид проводника с быстрого доступа на этот компьютер, отключает показ недавно использованных файлов и часто используемых папок, которые, на мой взгляд, захламляют проводник. Также скрипт делает и другие настройки. Автором скрипта является Дмитрий Нефедов. Благодарю Дмитрия за объемную и кропотливую работу. Сразу хочу сказать, что скрипт этот большой. Он делает около 150 настроек в системе. При желании можно изменить каждую настройку под себя. Кроме настроек, которые меняется в коде скрипта, при запуске скрипт позволяет изменять некоторые настройки в режиме диалога. К примеру, можно выбрать встроенные приложения, которые будут удалены, и оставить те, которые вы используете. В этом видео мы будем работать именно с этими диалоговыми настройками. Я бы очень рекомендовал запускать скрипт на свежеустановленную систему. Мы разобрали такую установку вот в этом видео. Прежде чем начать, рекомендую включить защиту системы и создать точку восстановления. Правый клик по кнопке «Пуск». Выбираю «Система». Параллельно проверим версию Windows на этом компьютере. В разделе «Характеристики Windows» видно, что выпуск Windows 10 Pro версия 20H2. Если параметры открылись у вас вот в таком маленьком окне, то нужно опуститься в самый низ и нажать на кнопку «Защита системы». Если окно развернуто во весь экран, то кнопка «Защита системы» будет справа вверху. У меня защита отключена. Если у вас тоже, то включаем. Выбираю системный диск, нажимаю «Настроить». Ставлю переключатель на «Включить защиту системы». Передвигаю движок примерно на 5-7%. Нажимаю «Ок». Теперь можно создать точку восстановления. Нажимаю кнопку «Создать». Ввожу понятное мне название. Например, нажимаю «Создать». Готово. Нажимаю «Закрыть». ОК. Закрываю окно параметров. Вообще скрипт создает точку восстановления сам в начале своей работы, но я рекомендую все же создать свою точку. Для надежности она не помешает, разве что займет немного места на диске. Потом, если все понравится, сможете удалить ее. Кроме того, рекомендую включить обновления в системе, если они у вас выключены, и получить все обновления. После получения всех обновлений обязательно перезагрузите компьютер. Теперь можно приступать.
В описании этого видео есть линк номер 1 на последнюю версию скрипта. Нажимаю. Открылась страница скрипта на GitHub. Это дата выхода последней версии. Опускаемся чуть ниже. Здесь мы видим, что скрипт предназначен для Windows 10 20.04, другими словами 20H1, а также 20H2, которая также имеет индекс 20.09. Это последняя версия Windows 10 на момент записи видео. Март 2021 года. Как вы уже поняли, мы рассматриваем на примере именно этой последней версии. Опускаемся еще ниже. Внизу страницы мы видим линки на несколько архивов. Первый – это архив для корпоративной версии. Второй архив предназначен для тех, кто самостоятельно обновил PowerShell до 7 версии. А третий архив – это то, что нужно нам. Это скрипт, предназначенный для десятки 20H1 и 20H2 со стандартной 5 версией PowerShell. Нажимаю. Скрипт скачался. Сворачиваю окно. Открываю загрузки. Это обычный zip. Распаковать его можно с помощью архиватора, например, 7-zip, о котором я подробно рассказывал вот в этом видео. Кроме того, можно распаковать встроенными средствами Windows. Для этого можно сделать правый клик по архиву, выбрать пункт «Открыть». Теперь просто перетаскиваю папку со скриптом на рабочий стол. Архив распакован. Открываю папку. Здесь есть несколько папок с языковыми пакетами, а также 3 файла с одним названием София. Нас интересует файл сценарий Windows PowerShell. Его видно в колонке тип файла, а также при наведении курсора всплывает подсказка. Можно, конечно, открыть расширение, но скрипт сейчас сделает это за нас. Итак, чтобы запустить скрипт в окне проводника, нажимаю «Файл», навожу на пункт «Запустить Windows PowerShell» и в дополнительном меню нажимаю на пункт «Запустить Windows PowerShell» от имени администратора. Здесь подтверждаю. PowerShell открылся от имени администратора в папке со скриптом. Это видно в пути. Теперь нужно разрешить PowerShell запускать скрипты. Для этого можно скопировать команду в описании видео. Перехожу на страницу с описанием. Вот эта команда. Выделяю ее целиком, но без лишних символов или пробелов. Копирую. Перехожу в PowerShell. Чтобы вставить скопированную команду, достаточно сделать правый клик. Команда вставлена. Нажимаю Enter. Как только появилось приглашение, можно запускать скрипт. Чтобы запустить скрипт, я ввожу вот такую команду. Обратный слэш Sophia.ps1. Закрою это окно, чтобы оно не мешало. Нажимаю Enter. Скрипт начал работу, создается точка восстановления. Первое окно, которое предлагает внести собственные настройки, это список запланированных задач планировщика. По умолчанию чекбоксы во всем списке установлены. Если нажать на кнопку «Отключить», то все задачи будут отключены. Оставлю список без изменений и нажимаю «Отключить». На этом этапе скрипт несколько раз перезагружает проводник Windows, поэтому если у вас открыты окна проводника, то они будут весело так перемигиваться. В следующем окне нам предлагается отключить некоторые компоненты Windows. Например, средства записи XPS документов. Это такой виртуальный принтер, позволяющий напечатать документ в формате XPS на тот случай, если у вас не установлено приложение для печати документов. Вообще им мало кто пользуется. Ниже помечены на удаление устаревшие пакеты PowerShell. Я оставлю все по умолчанию, нажимаю «Отключить». Еще несколько компонентов. Здесь я, в общем, тоже согласен с установленными крыжиками, за исключением Microsoft Paint. Я пользуюсь Paint. На мой взгляд, это адекватное приложение, хоть и устаревшее. Снимаю галочку. Пункты, не помеченные галочками, остаются в системе. Нажимаю «Удалить».
На этом этапе открывается окно параметров, где можно разрешить или запретить некоторым приложениям работать в фоне. На мой взгляд, магазин можно отключить. Его можно включить в любой момент. Если вы используете защитник Windows, то оставьте его во включенном состоянии. Если планируете отключить защитник Windows, то можно выключать его и здесь. Окно параметров можно закрыть. Если у вас есть на диске раздел под файлы, то скрипт может перенести туда библиотеки, рабочий стол, загрузки. Здесь нам предлагается именно это. У меня есть раздел E под файлы. И я сделаю то, что предлагает мне скрипт. В этом меню, если вы хотите перенести папку на другой раздел, то есть вы хотите изменить, то нужно обязательно напечатать букву И в русской раскладке. И если хотите пропустить, то можно не вводить букву П, а просто нажать на Enter. Я ввожу букву И, нажимаю Enter. Появилось вот такое меню. Здесь оба моих диска. В квадратных скобках тот диск, на который будут перенесены папки. Клавишами со стрелками вверх-вниз можно выбрать. Я оставляю раздел E и нажимаю Enter. Если у вас нет раздела под файлы, а только диск C, или вы не хотите ничего переносить, то просто нажимайте на Enter. Это будет равнозначно пропустить. Я делаю аналогично для папки документы. И Enter, снова Enter. Всего здесь будет 6 предложений перенести папки, соответственно, нужно 6 раз выбрать диск с файлами или 6 раз пропустить. Скрипт показывает нам, что создает в меню «Пуск» ярлыки для классической панели управления, устройств и принтеров и PowerShell. Вот они, эти ярлыки. Посмотрев на ярлыки, можно свернуть меню «Пуск». В окне PowerShell нас уже ждет список встроенных приложений Windows 10. Просмотрите весь список, он довольно длинный. Снимите галочки с тех приложений, которые вам нужны. К примеру, если вам нужна погода, снимайте галочку с MSN «Погода». Я оставлю. Это демо-пакет Office. Это пассианс косынка. Все, где стоят галочки, будет удалено. Если поставить галочку для всех пользователей, то будут удалены не только приложения и системы, но также и установочные пакеты. Это несколько сэкономит место на диске. Однако после этого стандартным способом восстановить понадобившийся пакет не получится. Я поставлю галочку. Здесь не спешите. Она ставится с легким подвисанием. Вот она появилась. Если вы будете ставить эту галочку, то сначала поставьте ее, а уже потом проверяйте список приложений. И еще раз, помеченные приложения будут удалены. Microsoft Pay не имеет отношения к магазину Windows. По умолчанию скрипт не удаляет магазин. Я дополнительно отмечу все Xbox пакеты, они мне не нужны. Итак, я все отметил, нажимаю удалить. Начался процесс удаления встроенных приложений. Если на вашем ПК или ноутбуке две видеокарты, встроенная и дискретная, то при работе скрипта появится вот такая настройка производительности графики. Здесь можно включить высокую производительность графики для конкретного приложения, которое вы сможете выбрать. Это может быть актуально, если вы постоянно работаете с каким-то графическим пакетом или играете в какую-то игру. Чтобы начать выбирать приложение, нужно ввести русскую букву D. Я нажимаю «Пропустить». Контролируемый доступ к папкам – это компонент безопасности Windows. Он помогает защитить документы от вредоносных объектов. Если вы работаете с документами на этом компьютере и используете защитник Windows, то можно включить. И если вы не особо заморачиваетесь с документами на компьютере, то пропускаем. В этом меню, если вы хотите добавить, то нужно обязательно напечатать букву D в русской раскладке. Если хотите пропустить, то можно не вводить P, а просто нажать на Enter. Я нажимаю Enter. Это продолжение серии защиты документов. Можно указать приложение, которому будет разрешена работа через контролируемый доступ к папкам. Я пропускаю. Этот пункт позволяет добавить папку в исключение защитника Windows. Мы об этом довольно подробно говорили вот в этом видео. Я также пропущу. Это добавление в исключение конкретного файла. Тоже пропускаю.
Заключительный этап работы скрипта. Внизу видно список предупреждений и ошибок. В основном речь идет о том, что были созданы папки библиотек. В корне диска E на моем случае. Скрипт только создает папки. Файлы нужно перенести самостоятельно. После того, как скрипт отработал, нужно обязательно перезагрузить компьютер. Выхожу из PowerShell и перезагружаю. При первом взгляде скрипт включил значок «Этот компьютер на рабочем столе». В меню «Пуск» видно, что осталась часть плиток. Про эти плитки, которые создал скрипт, я уже упоминал. Желающие что-то оставляют, я все открепляю. Вот так прямо группами. Так меню выглядит компактнее. Теперь сразу перенесем файлы из старых загрузок и рабочего стола. В других папках у меня файлов не было. Открываю проводник. Теперь эти ярлыки ведут на диск E, в моем случае. Вот они. Открываю папку загрузки. Она у меня пустая здесь. Как я уже сказал, скрипт создает только саму папку. Теперь нужно открыть папку, которая была в системе по умолчанию. Для этого открываю еще одно окно проводника. Открываю диск C, пользователи, моя учетная запись, папка Downloads, загрузки. Вот все файлы, которые лежали в загрузках. Выделяю нажатием Ctrl-A. Вырезать, вставить. Это может быть удобно и актуально с точки зрения переустановки системы, а также с точки зрения того, что ваш системный диск будет захламляться медленнее. Итак, я применил скрипт на свежеустановленную Windows 10 20H2. Я сделал это с настройками по умолчанию. Конечно, на мощном железе с большой оперативной памятью увеличение производительности увидеть трудно. А вот на старом слабом железе результат чувствуется сразу. Вот, к примеру, 10-летний ноутбук Asus K52F со стареньким Pentium и 2 гигабайтами оперативной памяти. После применения скрипта система становится менее прожорливой, и если открыть диспетчер задач, то можно увидеть меньше 80%. Потребление памяти на холостом ходу плавно снижается до 0,6 гигабайта. Это примерно 30% от почти 2 гигабайт. Это отличный результат. Я сказал про холостой ход. Я имел в виду то, что программы здесь не запущены. Точнее, сейчас работает только программа, которая записывает видео с экрана. Именно поэтому наблюдается загрузка процессора. Если выйти из скрин-рекордера, то процессор будет в промежутке от 0 до 5%. И если запустить браузер, например, с 5 вкладками, то расход ресурсов подрастает, но все держится на достаточно низком уровне. Вентилятор после такой оптимизации чуть слышно. Все эти показатели будут сильно зависеть от вашего железа. Некоторые пользователи после настройки системы предпочитают отключить обновление и защитник Windows. О том, как сделать это быстро, у меня есть отдельное видео. Система в таком состоянии начинает напоминать прокладку между пользователем и компьютером в хорошем смысле, а не тот случай, когда Windows 10 живет сам по себе, изредка давая возможность юзеру вклиниваться в процесс. Остальное посмотрите сами. Еще раз повторю, это настройки по умолчанию. При желании можно изменить каждую из настроек скрипта. Например, выключить изначально темный режим, оставить, если нужно, в системе OneDrive и так далее. Это делается очень просто комментированием и раскомментированием строк в скрипте. После этого скрипт можно сохранить с собственными настройками. В результате, установив систему начисто, пользователь сможет буквально за 5 минут настроить и оптимизировать систему. Если хотите видео на эту тему, как редактировать этот скрипт под себя, поддержите это видео своими многочисленными лайками. Если видео наберет 5000 лайков за неделю после выхода, то сделаю сразу новый ролик. Если не наберет, значит тема неинтересная и новое видео на тему этого скрипта не требуется. Не стесняйтесь, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан.
Чтобы не пропустить новые видео, не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Спасибо. И я благодарю вас за просмотры, лайки, комментарии. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает мой канал и подписывается на дополнительный канал. Спасибо. Всем зрителям желаю здоровья. Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи.